Зная, что тайга хранит множество тайн, я стараюсь не нарушать ее молчание, пока она сама не откроет мне очередной секрет. А некоторые секреты лучше не знать вовсе. Немало неосторожных, любознательных и дерзких людей бесследно сгинуло в поисках объяснений этих явлений, с которыми прямо или косвенно они сталкивались в тайге. Как-то весной местный охотник Кузьма наткнулся в южной тайге на незнакомую пещеру с необычными наскальными рисунками и на свою беду подобрал на земле несколько странных камешков. Ранее кто ходил по тем местам, эту пещеру не встречал и таких минералов не находил. Рассказав мне об этом, он собрался в райцентр, чтобы доложить о находке в администрацию района. Как я его не уговаривал не делать этого, он настоял на своем. Через 3 месяца для исследования лесных подземелий к нам пожаловала экспедиция из 5 человек под руководством Николая Кононова. Я пытался разузнать, кто направил ученых в дремучую тайгу и что они собираются изучать, но никто ничего не сказал, сославшись на государственную тайну. Как потом выяснилось по слухам, основной целью похода было исследование пещеры и наскальной живописи. Я попытался убедить Николая отказаться от этой затеи. Говорил, что пещера открылась Кузьме не для того, чтобы туда экспедиции ходили. Но ничего не помогло. Не привлекая к себе лишнего внимания, рано утром экспедиция под началом Кононова отправилась вслед за Кузьмой в неизвестность. Потенциальная грандиозность находки несла в себе не только историческую, но и финансовую ценность. В составе группы был геолог. Предполагалось, что в глубине пещеры имеются очень ценные и редкие полезные ископаемые. Оттого-то все было покрыто завесой тайн. На 4-е сутки экспедиция добралась до места. Пещера находилась у подножия высокой отвесной скалы и была хорошо замаскирована зарослями шиповника, поэтому подойти к ней было очень трудно. Если бы куропатка, которую я подстрелил, не упала за шиповником, ни за что бы не увидел эту дыру, объяснял Кузьма Кононову, вырубая ветку за веткой колючего кустарника. А как пробрался туда? Поинтересовался Николай. Да ползком, весь кожух и задрал. Благо было еще прохладно, и я был в теплой одежде. Тайга словно специально надежно оградила свои тайны от посторонних глаз. Только к вечеру ученые смогли пробраться сквозь заросли и подойти к входу в пещеру. Как-то сразу потемнело, на небе скопились тучи и раздавались раскаты грома. Кузьма перекрестился, а руководитель экспедиции предложил разбить лагерь рядом, на поляне, а утром приступить к исследованию. Тем временем тучи сгущались. Казалось, что вот-вот они коснутся земли и накроют палатки и костер, вокруг которого собрались исследователи. «Давайте просто уйдем», – неожиданно сказал археолог Алексей Рыков. Все с недоумением взглянули на товарища. «И что мы скажем руководству?» – спросил Кононов. «Скажем, что не нашли пещеру, Кузьма подтвердит. Поверьте, в этом мире есть места, не предназначенные для исследований. Природа приоткрывает свои тайны не для того, чтобы люди в них копались. Мне кажется, в эту пещеру нельзя входить. Нам даже не удастся к ней подойти. Уйдем, пока не поздно». Алексей вопросительно посмотрел на коллег. «Нет, я свое дело сделал. Привел вас в пещере. Пусть они мне заплатят, как и обещали», – возразил Кузьма. «Увы, дружище, ты одинок в своих страхах. Пора спать. Завтра тяжелый день», – сказал Кононов, похлопав по плечу Алексея. Тем временем стало совсем темно. Поднялся сильный ветер, задувая пламя костра. «Пойду дров наколю. Может, ты и прав». С этими словами Алексей взял топор и отправился к валежнику на краю поляны. Утром меня разбудил командир регионального отряда МЧС и настойчиво попросил принять участие в операции по спасению экспедиции. Я сразу понял, в чем дело. Через полчаса вертолет приземлился на поляне перед отвесной скалой. То, что я увидел, невозможно забыть.
Вокруг догоревшего костра лежали тела членов экспедиции. Неожиданно один из них шевельнулся. Это был Алексей Рыков. В руках он держал радиопередатчик с включенным маяком СОС. Среди погибших я пытался найти тело Кузьмы, но тщетно, его не было. Неужели старый леший такое натворил и сбежал? Умом, что ли, тронулся? Размышлял я, обследуя следы на поляне. Вертолетом Алексея доставили в местную реанимацию. Я сидел рядом с кроватью и поражался, насколько сильно он травмирован. Создавалось впечатление, что молодой человек упал с большой высоты прямо посередине поляны. Или испытал сильнейшее воздействие звуковых волн, от которых у него лопнули барабанные перепонки и произошел перепад кровяного давления. Спустя несколько часов он пришел в себя. Стало очень темно, дул сильный ветер. Раздался протяжный и глухой вой, нарастающий с каждым мгновением. Затем вой перешел в рык ужасного, огромного зверя. Ничего не было видно. Воздух сотрясали порывы ветра, отражающиеся от скалы. И в такт им менялся тембр леденящего душу воя. Я видел его. Он отошел от скалы и направился в сторону лагеря, огромный и черный. Я пытался добраться к товарищам, но был сбит с ног порывом ветра. Потом не помню. Очнулся рядом с Николаем. У него достал рацию и нажал на кнопку СОС. С этими словами Алексей попробовал приподняться, но обессиленно упал на кровать и скончался. Как выяснилось впоследствии, у погибших были повреждены барабанные перепонки и некоторые внутренние органы. Складывалось впечатление, что люди оказались в эпицентре какого-то взрыва, но внешних повреждений на телах не было. Чем в глухой тайге мог быть вызван шум с таким воздействием, было совершенно неясно. Я вернулся на место трагедии спустя неделю. Вся округа была прочесана вдоль и поперек в поисках Кузьмы, но старый охотник бесследно исчез. Единственное место, где мог спрятаться друг, оставалась загадочная пещера. Я знал, что, войдя туда без разрешения, буду также наказан и не вернусь домой. За разрешением я обратился к местному шаману. «Не ходи туда, там живет бог ветра», — как отрезал, сказал шаман. Но узнав мои добрые намерения и детали происшествия, совершив ритуал, он обсыпал меня пеплом и наказал ничего не поднимать в пещере с земли и не рассматривать рисунки, иначе смерть меня ждет, как всех, кто надумает посетить эту пещеру. «Не для людей она. Дальше, чем позволит эта веревка, не ходи», — сказал шаман, вручая моток и обнимая на прощание. Закрепив веревку за стебель куста шиповника перед входом в скалу, я зажег факел из трав, который мне тоже дал шаман, наказав ничем другим не освещать пещеру. Войдя внутрь, меня поразил сильный ветер, который дул мне в спину, как будто подталкивал к чему-то неизведанному и запретному, тому, от чего назад дороги нет. Пройдя вперед, насколько хватило длины веревки, я не обнаружил ничего необычного. Вокруг меня было темно, стены были достаточно далеко от тропы, и я не рискнул к ним приближаться. На последнем шаге я поднял голову и увидел далеко вверху голубое пятно размером с блюдце. Это было небо. Я понял, что пещера имеет выход на поверхность скалы. Этим объясняется сильный ветер, эффект аэродинамической трубы. Решив вернуться, я столкнулся с тем, что каждый шаг приходится сделать с необычайным трудом. Ветер буквально сбивал с ног, не выпуская наружу. В итоге я выполз из пещеры на четвереньках, упав обессиленно перед входом. Вернувшись домой, я поблагодарил шамана и пообещал никогда не беспокоить бога ветра. Спустя год приехала другая экспедиция, но пещеру найти так и не удалось. На ее месте лежал огромный валун, за которым ничего не оказалось. Словно могучий ветер закрыл вход в свое жилище.